Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать те посылки, которые мне присылали подписчицы. Эта рубрика на моем канале называется «Время почты». Если вам интересны такие видео, ссылку на плейлист я обязательно оставлю в описании к этому видео. Ну и, конечно, хочу сказать всем девочкам огромное спасибо за такие подарки, потому что много я уже использовала в своих работах, а много еще предстоит использовать. И при этом я буду показывать вам все мастер-классы из тех материалов, которые я буду использовать для этой работы. Первое, это у меня посылка вот в такой коробке, где, как видите, есть материалы, что для творчества, а что и нет. Первое, что я вам покажу, это вот такие фрукты. У меня дочка их сразу же забрала, и знаете, часто хочется добавить какие-то маленькие фрукты в свои работы, но я просто-напросто не успеваю, потому что она играется с ними. Следующее, это пробки от вина и скорлупа от орехов, которую я уже использовала в одной из своих работ. Ссылку на это видео тоже я оставлю. В одном из пакетиков были гребешки. Вот никогда еще не делала украшения подобного плана. Есть гребешок прозрачный и черный. Не знаю, наверное, они больше используются для каких-то свадебных украшений. Напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что как-то никогда еще не использовала и даже не знаю, что именно на них и сделать. Ягодки. Это большие ягодки, похожие на гранат, яблочки. Ну, короче, я их оставила до Нового года, потому что именно всякие красные ягоды очень хорошо вписываются в новогодние работы. Пакетик, в котором были резиночки, мы их тоже уже с дочкой используем вовсю. Знаете, никогда раньше не пробовала большие резинки для волос, потому что у моей дочки редкие волосы, но эти каким-то чудным образом просто ей настолько понравились, они не тянут волосы, и она сейчас постоянно завязывает ими хвостики. В посылке есть еще вот такие сердечки разного цвета, они все одного размера, и они выполнены из ткани, внутри немножко мягкие. Я так понимаю, что внутри находится синтепон. Не знаю, может, что-то сделаю из них на 14 февраля уже в следующем году, или, возможно, из них может сделать какие-то свадебные украшения. Хотя вот пока я сейчас записываю звук, мне кажется, что можно из них сделать какое-нибудь панно на стену. Надо подумать. Перышки, яркие перышки можно использовать в пасхальных работах. Но, в принципе, еще можно их добавить на ловец снов. Кстати, меня часто спрашивают, делала ли я ловцы снов, еще нет, но одна заготовка лежит, надо будет что-то попробовать. Декоративные скотчи разного цвета. Вот это первое, что забрала дочка, потому что у нее сейчас такой возраст, это ей почти 7 лет, когда она заполняет какие-то свои блокнотики, рисует картинки и, знаете, очень сильно разбавляет ее работу именно декоративный скотч. Ракушки. Ракушки разные, есть вот такие большие. Муж, когда увидел, сказал, хорошая мыльница, поэтому тоже идея, как мыльница в ванну. И в пакетиках ракушки поменьше, они разного размера и разной формы. Очень классные ракушки. Я вам на днях показывала, где я применяла ракушки. И, в принципе, большая часть этих ракушек лежит сейчас именно в той шкатулке. У меня еще осталось большое количество ракушек, которые я собирала раньше на море где-то. И, знаете, все думаю, что бы еще интересного сделать. Поэтому я думаю, что летом будут мастер-классы именно из ракушек. Кстати, надо будет попробовать добавить ракушки именно в какие-нибудь цветочные композиции, почему бы и нет. Очень красивые ракушки. И знаете, я огромный любитель шишек, но мимо ракушек пройти тоже невозможно, потому что они созданы природой, и каждая индивидуально, и повтора просто не существует. Ну и, конечно, на дне коробки большое количество шишек разного размера. Одни большие, вторые маленькие. Кстати, девушка привезла их
то ли из Испании, то ли из Италии, вечно путаю. Короче, девушка собирала их сама, мне очень приятно, большинство шишек пополнит мою коллекцию, особенно вот эта безумно красивая, она до конца так и не раскрылась, осталась в такой же форме. Но вот эти большие шишки я оставила в коробке ближе к Новому году. Буду делать новогодние украшения, какие-то новогодние игрушки и декор. Во второй коробке, которая приехала ко мне из Сибири, это шишки кедра. Это настоящие кедровые шишки с орешками. Коробка была полностью забита шишками, но большинство шишек у меня уже забрала мама. Ну а некоторые шишки я уже попробовала сами орешки. Также у меня остались еще целые шишки, которые есть на дне этой коробки. И я посмотрю, может где-то какую-то использую в своей работе. Ну и последняя посылка на сегодня, которую я очень сильно ждала, потому что знала о ней заранее и выбирала, в принципе, я сама. Когда мне написала Диана, что хочет мне подарить какую-то из своих работ, знаете, мимо вот этой работы я пройти не смогла. Кстати, она делает сама, а муж ее занимается именно нарезкой деревянных заготовок. Когда я открыла, я увидела вот такой маленький букетик сухоцветов. Я не знаю, что там, но это безумно вкусно пахнет. Какой-то ванилью или чем. Я до сих пор так и не поняла, какое именно растение из этих настолько вкусно пахнет. Сейчас этот маленький букетик стоит у меня в вазочке. Внутри этой посылки вот такая деревянная подставка и 2 досочки для сервировки. Тот, кто занимается декупажем, я думаю, наверняка видел вот этих безумно классных зайцев. Я забыла автора, кто именно рисует эти картинки, но пройти мимо этих зайцев я просто не смогла. Ну и тем более цвет. Очень мне нравится цвет и дерево. Дерево после обжига имеет очень классную текстуру. Короче, у меня один восторг от этой работы. Те, кто подписан на мой инстаграм, уже видели этих зайчиков, я их уже показывала. На данный момент я поставила их на полочку на кухне. Ну а я надеюсь, вам нравятся такие видео. Пишите обязательно свои идеи, что бы вы сделали из какого-нибудь из этих материалов. Я обязательно прислушаюсь и попробую что-то сделать. Также, если вы не подписаны на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч. Пока-пока!